Так. Задняя лапа согнутая. Так, мы ее можем так замерить. Ага, какой она занимает размер. Вот примерно вот столько, да? Можно сказать даже, если сравнить с головой, сколько голов умещается в высоте этой лапы. Раз, два, 1,7. Хорошо. Так, 1,7. Вот до сих пор. Здесь пушистая. Здесь лапка. Она сидит довольно осторожно, вот эта кошка. Она внимательно смотрит, что происходит. Может быть, ее вот когда фотографировали, она впервые оказалась моделью для фотоаппарата. И это заставило ее так напрячься. Лапы. Сейчас найдем примерно середину тела кошки. Так, середина тела кошки. Вот, наверное, где-то вот здесь она будет. Середина тела. Значит, в том месте, где у нас заканчивается шея и начинается выступ груди. Вот это. Особенно у птиц это видно, куриная эта грудь. Ну, у кошки, конечно, не назвать это куриной грудью, но тем не менее грудинная вот эта косточка, она все равно выступает. Вот это и есть середина, в данном случае, тела кошки. Так, сейчас мы померяем, что у нас тут получается. Так, чуть пониже, значит. Или, может быть... Так, теперь промерим. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Ну, немножко длинноватую делаем кошку. Покороче. Так. Кошка спрятала свои передние лапки за хвостик. Но одна лапка все-таки как-то видна. Кстати, обратим внимание, что лапы они здесь шире, а чем ниже они, тем они более тонкие становятся. Они гнутся вот, ну скажем так, плечо. Они непосредственно, кстати, связаны с лопатками. Плечо, потом идет колено, потом стопа. Ну, скажем, стопа у кошки гораздо более подвижная, чем у человека. У человека она движется вот так вот, а у кошки она движется скорее ближе к кисти руки. Вот если бы мы нарисовали ее насквозь, видели все, вот скорее всего она вот так бы выглядела. Это кошачья лапа. Вот так, вот так, вот так. Ну, мы ее немножко прикроем хвостом. А другую лапу мы просто не видим. Так, средняя линия, она нам была нужна. Для чего? Чтобы мы понимали, как на кошке, не только как на кошке распределяются полоски, это что, конечно, очень важно, как у этой кошки идут мышцы. Вот, мышцы шеи, мышцы груди, а полосочки, которые на ней находятся, они помогают, в общем-то, они по большей части симметричны, эти полоски.
они помогают обозначить форму ее легче. Как есть такое выражение Конфуция, что нельзя найти черную кошку в черной комнате. Есть еще одно такое выражение, что ночью все кошки серые. Вот если нету никакого света, например, никаких пятен, то форму передавать бывает труднее намного. И художник старается всегда вытянуть, усилить вот эти вот пятна, световой контраст, для того, чтобы правильнее передать форму, более выразительно справиться с рисунком модели. Так, ну что, уже, между прочим, прошло полчаса почти. Все, да, хватит. Так, крайне рисовать.